Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить катламу. Наверное, это самые слоеные и самые вкусные лепешки. У меня сегодня лепешки с сыром и зеленью. Это очень вкусно. Вы только посмотрите, какие эти лепешки получились замечательные. Такие слоеные. Конечно, их надо горячими подавать к столу, но и холодные, они очень вкусные. Оторву кусочек лепешки. У меня еще лепешка горячая. Сколько здесь слоев. Здесь сыр фета. Можно использовать вместо сыра фета творог. Много зелени. Конечно, съесть кусочек такой лепешки. Да с чаем. Вы представляете, как это вкусно. Как много слоев теста. И какие они все тоненькие. Внутри тесто такое нежное, а здесь поджаристое. Сначала приготовим тесто. И для этого мне понадобится: в миску просеиваю муку, добавляю соль, перемешиваю, добавляю яйцо и постепенно буду вливать воду и замешивать тесто. Сразу всю воду я не добавляю. Тесто я собрала в один ком. И сюда я добавила не всю воду, где-то миллилитров 10 воды у меня осталось. Домешу на столе в течение 3-4 минут. Просто чтобы оно стало более эластичным. Посмотрите в итоге, какое оно получилось. Достаточно мягкое, но вместе с тем упругое. И абсолютно не прилипает ни к столу, ни к рукам. Закрываю тесто пищевой пленкой и оставлю его отдыхать минут на 15. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда, или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта. Приготовлю начинку для лепешек. Мелко порежу зеленый лук и укроп. Сыр растираю руками. Соль я не добавляю, так как сыр у меня соленый. Добавляю немного черного перца. И все перемешиваю. Начинка получается невероятно ароматная. Много зелени. Великолепно. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю отдохнувшее тесто. Какое оно нежное и мягкое стало. Его будет очень легко раскатывать. Разделю тесто пополам. Я буду делать 2 лепешки. Хорошо подпыляю тесто мукой, чтобы оно не прилипало. Буду раскатывать сразу 2 лепешки. Вообще, как говорится, лень – двигатель прогресса. Мне, например, лень сейчас раскатывать каждый кусок теста отдельно, поэтому я буду раскатывать их вместе. Сначала раскатаю один кусок теста и второй до примерно такого же размера. И теперь посмотрите. Вот один кусок теста я хорошо подпыляю мукой. Выкладываю сверху второй кусок и раскатываю сразу 2 куска теста. Просто периодически надо приподнимать тесто и смотреть, чтобы оно нигде не прилипало. Вот видите? Чуть-чуть муку распределю. И теперь буду раскатывать с другой стороны. Вообще очень удобно раскатывать 2 куска теста. Их можно намного тоньше раскатать, чем один кусок. Сверху подпыляю мукой. И очень важно, всегда смотрите, чтобы внутри было достаточно муки. И раскатываю дальше. Ну вот, посмотрите, я очень быстро раскатала оба куска теста. Теперь разделяю эти куски, ничего нигде не пристает. Опа, видите, как легко отделяется все. И теперь этот кусочек теста я просто сложу. Это будет одна лепешка. И отложу в сторону. А эту лепешечку сейчас буду формировать. Сейчас скалкой пройдусь вот здесь с краю, чтобы края стали тоньше. Потому что обычно они здесь вот чуть-чуть получаются потолще. Тесто раскатано тоненько. Все просвечивается. Излишки муки убираю. И теперь лепешку сверху надо смазать растопленным сливочным маслом.
теперь сверху распределяю начинку, половину всей начинки. Распределяю равномерно по всей поверхности лепешки. Пахнет, конечно, просто великолепно. И сейчас аккуратненько подворачиваю тесто. Не надо слишком плотно поджимать, не слишком свободно, не слишком плотно. Излишки муки я уберу. Вот у меня получился такой рулетик. И сейчас я его немного вот так вот прижимаю, расплющиваю его, переверну швом наверх и скручиваю. И вот этот хвостик подгибаю внутрь. Получается вот такая улиточка. Сейчас эту улиточку теста я оставлю отдыхать, накрою сверху пищевой пленкой и сформирую вторую лепешку. Точно так же закрываю пищевой пленкой. Надо оставить улитке отдохнуть примерно минут на 10. Диаметр моей сковородки 28 сантиметров. Наливаю совсем чуть-чуть растительного масла. Первая лепешка уже хорошо отдохнула. Я ее слегка подпылила мукой. И вот так вот руками начинаю ее растягивать. Прижимаю и растягиваю. Если где-то лепешка прорвется, в этом нет абсолютно ничего страшного. Поэтому не переживайте. Лепешка обжарится, будет очень вкусно. Я так растянула чуть-чуть и теперь немного пройдусь скалкой. Я это делаю медленно, чтобы тесто как бы растягивалось. Посмотрите, как просвечивается начинка. Я вообще очень люблю катламу, именно жареное на сковородке. Если, допустим, делать катламу с мясом, мне больше нравится в духовке. Поэтому здесь вы уже сами выбираете. Если вы хотите, вполне можно эти лепешки готовить и в духовке. Приподнимаю ее и излишки муки стряхиваю. Выкладываю лепешку на разогретую сковородку. Посмотрите, она у меня фактически заняла всю сковородку. Делаю огонь средним, закрываю крышкой. И теперь под закрытой крышкой обжариваю лепешку до золотистого цвета, примерно 5 минут. Когда лепешка обжарилась с одной стороны, сверху я ее немного поливаю растительным маслом. Вот так масло распределяю. И лепешку переворачиваю. И теперь уже крышкой лепешку я не закрываю. И готовлю ее на среднем огне. До готовности, до такого красивого золотистого цвета, буду лепешку несколько раз переворачивать туда-сюда, чтобы она хорошо обжарилась. И, конечно, чтобы хорошо проготовилось тесто внутри. Оп. Посмотрите, какая красавица. Всего таким образом лепешки я обжариваю где-то 12-13 минут. Первая лепешка у меня уже готова. И я ее снимаю на тарелку. Наливаю немного растительного масла. И выкладываю вторую лепешку. И, конечно, я сейчас попробую. Друзья, эти лепешки такие слоеные, такие ароматные. Вкус у лепешек просто потрясающий. Вот именно такая поджаристая сверху, очень сочная внутри, много-много слоев теста. Это очень вкусно. Друзья, я всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!